Вот уже 2 дня Рунет активно обсуждает заявление бывшего верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерала Ричарда Ширефа, который в интервью BBC рассказал о возможной ядерной войне с Россией. По его мнению, это может случиться уже в следующем году. Сценарий ядерной войны между Россией и НАТО мало кого радует, и реакция российских пользователей и политиков была легко предсказуема. Например, депутат Пушков мягко намекнул на то, что британский генерал Ширеф просто безумен, а пользователи соцсетей начали соревноваться в предположениях насчет психотропных веществ, которые предпочитает употреблять бывший руководитель группировки НАТО в Европе. Я предпочитаю не разбрасываться подобными обвинениями без особых на то причин, но после прочтения статьи британской The Independent о генерале Ширефе я склонен согласиться с позицией Пушкова. Давайте посмотрим правде в глаза. Война между НАТО и Россией возможна. Она была возможна в прошлом году, возможно в этом и не исключена в следующем. Это не новость. Собственно, именно для того, чтобы у генералов НАТО не возникало соблазна провести короткую победоносную войну против России, российская армия проводит постоянные внезапные учения и проверки боеготовности, а также занимается активным пополнением своего ядерного арсенала. Это очень печалит наших западных оппонентов, но действует на них отрезвляющим образом. На этом фоне заявление генерала Ширефа смотрится дико, и остается только радоваться тому, что его не так давно сняли с должности, и теперь есть шанс, что силами НАТО в Европе руководит чуть более вменяемый человек. Несмотря на то, что эскалация военной риторики – это плохо, я бы предложил не паниковать раньше времени, так как есть подозрение, что британский генерал не столько озвучивает реальные планы или сценарии НАТО, сколько занимается самым пиаром и сведением личных политических счетов. Например, главным виновником возможной ядерной войне с Россией генерал объявил британского премьера Дэвида Кэмерона, который якобы болеет пацифизмом и превратил Великобританию в легкую добычу для Путина. Тут логично предположить, что генерал таким образом решил отомстить премьеру за то, что тот не увеличил военный бюджет. А еще генерал, видимо, пиарит свою книгу, в которой как раз-таки и описывается та самая ядерная война с Россией в 2017 году. И нужно признать, что за счет нескольких скандальных интервью у него действительно есть все шансы увеличить ее продажи. А еще есть подозрение, что генерал Ширеф набивается то ли в советники, то ли в консультанты, то ли в подрядчики Министерства обороны стран Балтии, так как он на полном серьезе заявляет о том, что Россия развяжет войну с НАТО ради того, чтобы захватить Эстонию, Литву и Латвию. Да, вам смешно. И мне смешно. А британская публика хавает. В общем, предлагаю насчет ядерной войны с НАТО не переживать. Хотя это очень печально, что в Альянсе работают такие безответственные придурки, как генерал Ширеф. А еще меня очень радуют новости о том, как страдают экономики прибалтийских стран от ухода российского бизнеса, и особенно от ухода российского транзита из их портов. Инвестиции в российский порт Усть-Луга дают прекрасные результаты. Приятно посмотреть на панику эстонских и латвийских чиновников и бизнесменов. Нам надо показать, в том числе британским генералам и прибалтийским русофобам, что российские меры экономического воздействия могут ударить так больно, что никаких танков не понадобится. Мы постепенно перенимаем лучшие практики экономических войн у наших западных оппонентов, и это не может не радовать. После подведения итогов Евровидения уже прошло какое-то время, и основные страсти улеглись. Мне задали огромное количество вопросов на эту тему, и вот пришло самое время высказать свою точку зрения. Я искренне не понимаю, почему кто-то может быть недовольным или возмущаться результатами прошедшего конкурса. На мой взгляд, он прошел просто идеально. Вот действительно, лучше просто некуда. Во-первых, конкурс де-факто выиграла Россия, и это все видели. Народное голосование показало вполне недвусмысленный результат. Во-вторых, откровенная политическая подтасовка результатов со стороны жюри нанесла самому конкурсу и имиджу Запада в целом серьезный ущерб, о котором никакой Киселев и мечтать не может. Наши соотечественники больше всего ненавидят несправедливость и нечестную игру. А тут каждый российский обыватель получил наглядное доказательство того, что Запад в отношении России не собирается играть по правилам.
Это прекрасно, потому что ярко и наглядно. А признание немецкой прессы в том, что решение жюри изначально было политическим и что это хорошо и правильно, просто добавляет вишенку на торт. В-третьих, организаторы невольно обеспечили нам бесплатное и увлекательнейшее шоу «Украинцы ищут деньги. Новый сезон». Мы целый год сможем наслаждаться тем, как киевский режим будет искать деньги, потом воровать деньги, потом оправдываться перед теми, у кого они украдут деньги, и под конец мы увидим, как доблестная киевская полиция будет защищать традиционную европейскую публику, которая приедет на Евровидение в Киев. В качестве бонуса прочитаем впечатления незадачливых любителей украинской демократии и европейской попсы, которые познакомятся на своей шкуре с демократическими достижениями Майдана. Самое приятное заключается в том, что за все это нам с вами не придется платить ни копейки. Поражение Лазарева будет служить уроком для нашей тусовки бизнесменов от шоу-бизнеса. Это такой аналог санкций, только в околокультурной сфере. Санкции против финансового и нефтегазового сектора четко показали российскому бизнесу, что для Запада российские бизнесмены были и будут быдлом третьего сорта, которые никогда не допустят к барскому столу на правах равных. Самые умные российские бизнесмены сделали из сложившейся ситуации правильные выводы. Теперь настал черед шоу-бизнеса. Вот Лазарев вроде и говорил, что Крым не наш, и ведет себя в лучших традициях европейской гомосексуальной эстетики, и шоу у него по-настоящему мирового уровня, а его все равно прокатили и засудили. Печальная для деятелей российского шоу-бизнеса правда заключается в том, что его представители никогда не будут приняты на Западе за равных. И что единственный способ продолжать хорошо зарабатывать заключается не в том, чтобы подстраиваться под вкусы европейского жюри, а в том, чтобы подстраиваться под вкусы российских ватников. Кстати, как показало народное голосование, наши вкусы очень близки со вкусами обычных европейцев. И важно именно это, а не то, что пытается нам навязать западная пропаганда. А для украинского Евровидения российская сторона вполне может придумать что-то особенное. Победа, я полагаю, уже никого не интересует, а значит, вполне можно себе позволить мягкий, или жесткий троллинг. Уж что-что, а троллить Россия научилась. А кого бы вы отправили на Евровидение? Или, правильно теперь говорить, в Евровидение от России? Напишите в комментариях, мне интересно ваше мнение.